Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Ставьте нам лайк и прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, потому что здесь мы учим делать классные модные украшения своими руками. В этом ролике я покажу, как сделать очень интересный, модный, трендовый чокер из бисера и цепочки. Чокер в виде волны. Поехали! Все материалы, которые я использую, вы можете купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Ссылка на все материалы, на все товары находится в описании под этим роликом. Заходите, смотрите, заказывайте, покупайте. Мы отправляем товары по всему свету. Начнем мы с того, что приготовим цепочку. Я отмерила цепочку такой длины, чтобы она подходила мне идеально как чокер. Цепочка у меня вот такая, небольшая и не маленькая, ну где-то 1,5 на 2 миллиметра звенья у нее, ну прям самое то для нашего чокера. И замочек. Замочек с цепочкой-удлинителем. Первым делом я приделаю замочек к цепочке. Мы сделаем просто готовую цепочку. Мы берем маленькое соединительное колечко и надеваем на него звено нашей цепочки. Затем надеваем замочек. И колечко закрываем. Опа, с одной стороны замочек приделали. Точно так же с другой стороны. Берем кольцо, надеваем цепочку, надеваем вторую часть замочка, у нас тут цепочка-удлинитель, и колечко закрываем. Все, замочек приделали. Кстати, если вам нравится мое колечко ромашки, посмотрите здесь в подсказках, ссылка на ролик, я уже показывала, как сделать такое. После того, как мы сделали нашу цепочку, положим ее на стол и возьмем тросик. У меня здесь мой любимый Flexrite 49 нитей, толщина 0,14. Можно взять и подешевле, потому что это самый дорогой. Мне нравится он тем, что он такой мягкий, струящийся. Можно взять и 21 нить, и 7. Но мне больше всего нравится 49, поэтому я работаю с ним. Я отматываю с катушки тросик. Отмотать придется много. В общем, я отмерю в 3 раза больше, чем длина моей цепочки. И еще запас. Кусь. Я отмерила где-то в 4 раза длиннее, чем моя цепочка, потому что змейка будет петлять. И теперь я беру тросик, беру кримп. У меня обычные кримпы 2 мм, которые продаются у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Я надеваю кримп на тросик и провожу его через самое крайнее звено. Провела и возвращаюсь обратно через кримп. Видите, у нас получается такая петелька. Петелька держится за цепочку, и кримп все это дело фиксирует. Петелька у меня тут где-то 1,5 мм. Я беру свой волшебный кримпер, это один из самых любимых моих инструментов, потому что он, посмотрите, вот таким вот образом я несколько раз зажимаю кримп, зажала, повернула под углом 90 градусов, зажала снова, сделаю так несколько раз, и этот волшебный кримпер превращает кримп в аккуратную, красивую бусинку. Проверили, что здесь все крепко, отлично, и делаем кусь, отрезаем кончик тросика. Все, посмотрите, что у нас получается. У нас цепочка, и к ней приделано вот такой вот тросик. Теперь будем делать красоту. Так, я буду использовать бисер разного цвета, потому что я хочу свой чокер в стиле Color Block. Вы можете взять 2 цвета, либо вообще один, ну, например, черный. Мне кажется, с черным бисером тоже будет очень классно смотреться, когда она такая вся просто черная. Но я хочу красоты, поэтому у меня тут цвета совершенно разные. И начну я, пожалуй, с красного. Набираем на тросик немножко бусинок, ну, у меня здесь 6 штук. И тянем их в самый низ. А теперь пройдемся тросиком через звено цепочки, ну, например, через 4-е. Вот так вот подтянем. Посмотрите, что у нас получается. Я приколю цепочку иголкой к коврику, чтобы она у меня не ездила, оставалась на месте. Вот, так будет удобнее. Набираем еще ряд бисера, пропускаем 3 звена и проходим через 4-е. Подтягиваем наверх. Снова набираем бисер. Сейчас я наберу чуть-чуть поменьше, чтобы верхняя петелька была поменьше.
Мне сейчас захотелось прицепить второй кончик цепочки к коврику тоже, чтобы она у меня никуда не уезжала. Поэтому я тоже иголкой его приколю. Решила сейчас, что верхнее звено я все-таки сделаю чуть-чуть подлиннее, чтобы цепочка была такая интересненькая. Пропускаем 3 звена и проходим через 4, подтягиваем. Опять набрали бисер. Здесь я хочу сделать чуть-чуть покороче. И через 3 звена пропускаем и через 4 проходим. Снова набрали бисера и снова проходим через 3 в 4 звено. Таким образом мы продолжаем плести. Посмотрите, у нас получается рисунок. Длинная, длинная, короткая, короткая. На длинном отрезке у нас 17 бисерин, на коротком 10. И таким образом мы продолжаем до тех пор, пока не достигнем конца нашей цепочки. Вот я закончила свою змейку, я отмерила практически идеально. Мне не хватило прям совсем чуть-чуть для комфортной работы, поэтому 4 раза по цепочке отмеряйте, плюс прибавляйте еще раз. Сделайте 5, чтобы вам было хорошо, потому что смотрите, какой у меня коротенький остался кончик тросика, прям совсем малюсенький. Сейчас я его буду закреплять. После того, как мы сделали всю нашу змейку, мы ее закрепляем вот здесь, вот около замочка. Надеваем на кончик тросика кримп, проходим через звено цепочки, возвращаемся обратно через кримп. Ужасно неудобно таким коротким концом работать, не повторяйте моих ошибок, сделайте себе тросик подлиннее, не экономьте. Сделали петельку. И теперь точно так же, как в начале, волшебным кримпером закусим несколько раз, сделаем из кримпа бусинку и зафиксируем наш тросик. Зажали, повернули под углом 90 градусов, зажали еще раз, снова повернули, снова зажали, так несколько раз, пока он у нас не зафиксируется. Проверили, что все крепко, и делаем кусь, откусываем кончик, кусь. Все, получается вот такая красота. Кстати, это может быть и браслет. Если сделать покороче, получится отличный браслет. Тросик классно держит форму. Браслет, мне кажется, получился очень такой модный, интересный. Ну вот так получилось красиво. Можно сделать его однотонным, просто черным. Представьте, все будут вглядываться и думать, что это за змейка там такая, как это лежит. Можно сделать 2 цвета, например, верхняя часть черная, а нижняя часть какого-нибудь контрастного оттенка. Или как у меня, когда просто радуга, лето, взрыв красок. Сделайте такой чокер себе, своим подругам, украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока! Thank you.